Всем привет! Приступаю к изготовлению нескольких ремней для фотографов на запястье. И заодно решил сделать небольшой обзор на инструмент, которым я нарезаю ременные полосы для своих изделий. В общем, это ремнерез. Выполнен он из дерева. Ремнерез украинского производства. То есть я нашел мастера, который делает этот инструмент, и заказал у него. Есть они еще достаточно дорогие, там металлические, суть одна и та же, и если этот дает хороший результат, то как бы никакого смысла искать другие варианты нету, не вижу. Значит, он состоит из двух основных частей, то есть это рукоять с таким вот прижимом, так и вот такие вот рейки, верхняя с шкалой, то есть здесь мы выставляем ширину ременной полосы, которая нам нужна для изделия. Вот. Этим винтом поджимаем, в общем, и вот здесь мы выставляем расстояние между этими двумя реечками, то есть это выставляется толщина кожи, которую будем нарезать. Ну и вот здесь вставляется кусок лезвия, который как раз режет на кожу. Сегодня будем нарезать 25-миллиметровые полосы. Вот, выставляем. Перед этим обычно у меня кожа 3-3,5 мм. Сегодня будет 2-миллиметровая. Поэтому я вам даже сейчас покажу. Вот этот нож достану. Вот, обычное лезвие используется. Я купил себе такой набор. Кусочек отламываю и сюда вот вставляю. Там он еще чуть-чуть бахтармы осталось, забилась она. Само лезвие тупится не так уж и быстро, поэтому такой способ нарезки полос достаточно экономный. Так, кожа будет черная, итальянская растишка. Вот так вот ставим, толщина подходит. Зачем нужно выставлять толщину кожи? То есть можно было бы работать с одним вот этим расстоянием для нарезки, то есть не передвигать эти реечки. Когда вот здесь ширина намного больше, чем толщина самой кожи, которую мы нарезаем, получается, кожа начинает играть и может где-то резаться, допустим, криво, или сам нож может просто уйти там в сторону. Поэтому лучше все-таки выставлять. Вот, выставили под 2 миллиметра. Еще скажу, изначально, допустим, этот инструмент пришел, зачем вот здесь изолентой я замотал. Там есть металлические пластины, в которые вкручиваются сами винты и прижимают вот этот нож. Изначально эти пластины выступали, и когда мы ведем, нарезаем эту полосу, то царапало кожу. Это как бы неприемлемо, потому что много кожи портится. И я их сточил и здесь подмотал изолентой. Теперь все работает хорошо. После того, как выставили толщину кожи, вот здесь выставляем ширину ременной полосы, которая нам нужна. Поджимаем эти реечки. Вот. И все, инструмент готов к работе.
Перед тем, как нарезать полосы, приходит шкура. Нам ту сторону, с которой мы начнем резать, нужно изначально сделать ровной. То есть обрезать неровные края. Это я делаю ножом. Подкладываю, у меня есть такие листы, в общем, с ламината там осталось после ремонта несколько штук. Я их подкладываю под кожу и на них под линейку стараюсь сделать более-менее ровную вот эту сторону. В данном куске уже я эту процедуру сделал. И теперь это все готово к работе. Можем нарезать полосу. Вставляем кожу в резак и постепенно начинаем тянуть. С этим всем лучше не спешить. Здесь не очень удобно, но сам принцип, я думаю, понятен. Нужно стараться прижимать инструмент к краю кожи, чтобы полоска была более ровная, чтобы не вилял инструмент. Так, все. Вот он, результат. Кожа нарезана, и теперь можно уже ее дальше дорабатывать и создавать с нее ремень, использовать ее в изделии. В общем, в моем случае это то приобретение, о котором ни разу не пожалел, и считаю, что ремнерез должен быть у каждого, кто экономит свое время, кто стремится к качественному результату. Допустим, мастера, которые не только ремни там изготавливают, а шьют там портупеи или же ручки на сумки делают. Вот. Это просто незаменимая вещь, и которая избавит вас от поиска материалов там, для подложки, различных длинных линеек, или же кто-то карнизы использует для того, чтобы сделать ровный срез на коже. В общем, этого ничего не нужно, потому что данный инструмент все это заменяет, упрощает работу и дает достаточно качественный результат. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.